первый вопрос. Какие у вас имеются представления об обществе как об объекте управления? Какие? Не отлынивайте. Какие? Об обществе как об объекте управления. Какие у вас имеются представления? Ну, что-то сложное, система. Какими-нибудь, ну, точнее, я знаю, с общественными институтами различными, то есть семья, государственность, обратно. Так, хорошо. Дальше. А общественные институты чего делают? Что такое общественный институт? Наверное, по сути, формирует мировоззрение человека вообще. Ну, и отдельные, точнее, личности в этом обществе. Еще какие есть мнения? У кого есть полный конспект всех лекций? Так. Тогда почему же вы невнятны? Если вам хотя бы чуточку об этом рассказывали. Здравствуйте. Ладно, давайте тогда собирать воедино все, что было раньше на предыдущих лекциях, потому что труднее всего понимать, казалось бы, общеизвестные вещи и их взаимосвязи. Общественный институт можно определить как внутрисоциальное образование, которое выполняет те функции, в выполнении которых никакой другой общественный институт его заменить не может. Вот в марксизме есть такое утверждение, что семья – ячейка общества. Хотя в действительности семья не ячейка общества, а это то зернышко, из которого общество вырастает. И, в общем-то, получается так, что семья – это первичный общественный институт, из которого вырастает вся цивилизация. Все другие общественные институты так или иначе, тем или иным способом порождаются институтом семьи. Какие задачи решает институт семьи? Воспитание человека. Ну, воспитание человека – это тоже общие слова. Потому что он решает, в общем, две задачи. Первая задача – это чисто биологическая. Воспроизводство биомассы.
То есть воспроизводство поколений биологического вида человек разумный в пределах расселения культурно своеобразной популяции, которая называется нацией. И реальность такова, что вот в жизни человеческого общества биологическое, то, что характерно для всей биосферы планеты, и сугубо социальное, то, что характерно только для человека, оно переплетается. И попытка рассматривать одно изолированно от другого ведет к потере понимания жизненно важных аспектов. И если это произошло в психике управленцев, от деятельности которых так или иначе зависит все общество, то ничего хорошего не будет. Поэтому на сегодняшней лекции мы постараемся рассмотреть все-таки банальные вещи в их взаимосвязях, которые далеко не банальны. Поэтому дело даже не в воспитании человека, а дело в том, чтобы интегрировать всякого новорожденного в культуру общества. И вопрос о том, как интегрировать, это тоже неоднозначный вопрос, потому что, ну вот вы видели, скорее всего, недавний случай в Нижнем Новгороде, когда девочка с 10 лет сидела взаперти в квартире. Ну, там матушка несколько своеобразная, так скажем, но нельзя сказать, что если бы все семьи решали бы задачу интеграции вырастающих детей в общество таким образом, то общество бы могло существовать. Потому что задача семьи – дать общекультурные и общеэтические навыки, которые позволяют индивидам взаимодействовать друг с другом в жизни общества, взрослого общества уже. Поэтому биологической задаче воспроизводства поколений сопутствует вторая задача, не менее важное, чем просто воспроизводство поколений. Это подготовка всякого ребенка к самостоятельной взрослой жизни в обществе. Если посмотреть на то, как живет наше общество, то получается так, что большинство семей эту задачу не решает. Не решает ее по двум причинам. Потому что подавляющее большинство детей – это, к сожалению, случайный побочный продукт получения удовольствия в сексе. А вторая беда, она связана с тем, что родителям комфортнее жить в потоке суеты, когда дети не мешают. А для того, чтобы дети не мешали, дети должны быть послушны. А для того, чтобы формировалась у человека воля, ребенок должен проявлять инициативу в соответствии с теми жизненными смыслами, которые у него уже выработались. А если он проявляет инициативу, а жизненные смыслы его в чем-то не совпадают с жизненными смыслами родителей, дедушек и бабушек, то ребенок начинает мешать. И для того, чтобы привести все в комфорт, надо, чтобы воля была подавлена. И ребенок из маменькиной воли и батюшкиной
волю не выходил. Потом ребенок в таком состоянии достигает взрослости. Если так воспитываются дети в большинстве семей, то в обществе холопство и барство, как вот стиль поведения, становится доминирующим. Но в условиях доминирования холопско-барских отношений развитие культуры, разрешение проблем общества оказывается невозможным. Тем не менее, все-таки, если смотреть на другие общественные институты, то они порождение института семьи. Потому что если говорить о государственности, то как оно возникло? Кто-то был хорошим управленцем, у него были дети. Он учил своих детей чему? Тому, чему умел сам. Делать хорошо, то есть управление. Дальше это фиксируется как традиция, и мы получаем институт монархии в чистом виде. А под ним уже какие-то соответствующие структуры. Дальше. Если кто-то чего-то экстрасенсорил, его спектр мировосприятия был шире, чем у других. Для него было ведомо то, что было просто за пределами восприятия других. Чему он учил своих детей? Прежде всего, той культуре чувств, которой владел сам, и культуре интеллектуальной деятельности на основе этой культуры чувств, которая позволяла его детям иметь определенные преимущества в отношении всех прочих. На выходе из этого что? Сначала шаманы, ну а потом жреческая власть, как тоже большей частью корпоративно-наследственный институт. То есть реально получается так, что если все мы будем рассматривать общество в историческом развитии, все общественные институты, кроме института семьи, порождены институтом семьи. Ну, для решения задач управления обществом и организации общественного самоуправления надо правильно понимать функции общественных институтов и характер их взаимодействия друг с другом. Государственность решает какие задачи? Управление делами общественной в целом значимости на профессиональной основе. Теми делами, которые люди не в состоянии разрешить самостоятельно, при условии, что каждый из них действует в индивидуальном порядке, либо на основе эпизодической самоорганизации дилетантов. Свысока смотреть на дилетантов тоже не надо, потому что, как гласит одна шутка, ковчег построил любитель, а Титаник построили и утопили профессионалы. И в этой шутке, в общем-то, глубокое содержание. Почему? Потому что свободное творчество в ряде случаев оказывается более эффективным и продуктивным, нежели зашаблоненный профессионализм, который тупо отрабатывает некие поведенческие программы в режиме биоробота. Но тем не менее государственность – это общественный институт. И если посмотреть на характер нашей жизни, то, как я уже говорил на прошлых лекциях,
качество нашего индивидуального бытия, качество жизни наших семей в первую очередь обусловлено концепцией государственного управления, качеством управления, которое достигается по концепции, и только в третью очередь личным профессионализмом и трудоспособностью того или иного гражданина. И вот первые два фактора, концепции управления и качество управления, достигаемые в концепции, они в состоянии обнулить любой сколь угодно высокий индивидуальный профессионализм и трудоспособность. В 90-е годы это было сделано в России массовым порядком, благодаря некомпетентности, профессиональной несостоятельности таких людей, как Егор Тимурович Гайдар, Анатолий Борисович Чубайс и многих-многих других, вплоть до бывшего президента Бориса Николаевича Ельцина. Ну, на это наложились факторы глобализации, воздействие которых на события в России невозможно понять, потому что все-таки они все совместными усилиями исполнили директиву Совета национальной безопасности США 20/1 от 18 августа 1948 года «Наши цели в отношении России», которая прямо предусматривала расчленение Советского Союза, ликвидацию социализма и построение капитализма на основе буржуазной фальш-демократии, уничтожение экономической и военной мощи страны и создание условий, в которых страна была гарантированно зависима от внешнеполитических и транснациональных сил. Это все представляется как случайные совпадения реальности с тем, что было прописано в директиве Совета национальной безопасности США, при условии, что мы опираемся на те теории управления и менеджмента, которые представляют процессы управления по неполной функции, по умолчанию, и которые не имеют представления о том, что такое бесструктурный способ управления и управление на основе виртуальных структур. Вот рассмотрение общества как объекта управления без того, чтобы соотноситься с понятием об управлении на основе виртуальных структур и бесструктурном управлении, оно, в общем-то, непродуктивно. Потому что государство осуществляет свою управленческую деятельность, в общем-то, двумя потоками. Первый поток – директивно-адресное распределение тех или иных указаний и персонально-адресный контроль за их исполнением. В основе этого лежит то, о чем я говорил. Искусство распределения персональной единоличной ответственности за порученное дело и распределение полномочий и ресурсов, которые позволяют выполнить это дело. Ответственность должна быть единоличной, опять же, потому что каждый ответственный управленец сам должен собирать ту информацию, которая необходима ему для успешного завершения дела. Поэтому государственный аппарат в таком варианте, он понимается всеми практически. А дальше, если нет понятия о том, что такое управление на основе виртуальных структур и бесструктурное управление, то на этом функции государственного аппарата заканчиваются. А если есть представление об этих процессах, то второй поток управленческой деятельности государства – это именно бесструктурное управление и организация самоуправления на бесструктурной основе и на основе виртуальных структур. И вот все курсы
которые затрагивают проблематику госуправления и муниципального управления, они вот эту важнейшую составляющую деятельности государства обходят молчанием. Хотя реально в жизни структурное управление порождается именно бесструктурным управлением в тех ситуациях, когда цели, которые некогда были достигнуты в бесструктурном управлении, обретают устойчивость в преемственности поколений, и тогда структуры просто воспроизводят сами себя далее. Подчас они даже не модифицируются. С этим связан еще один момент, который в лекциях, в общем, коротко не пояснить, но тем не менее вы должны иметь это в виду. Есть такой раздел, хотите организации производства, хотите других управленческих дисциплин, который называется сетевое планирование. В нем любая деятельность представляется как последовательность неких этапов, которые разделены рубежами контроля предыдущих этапов по факту выполнены, не выполнены. И любую деятельность, будь это прием гостей дома, либо функционирование предприятия, либо осуществление любого проекта от маленького до таких грандиозных научно-технических проектов, как космические программы или атомные проекты, они могут быть представлены в виде вот такого графика сетевой модели. А дальше, понимаете, получается очень интересная вещь, которая обычно тоже в курсах менеджмента не поясняется. Вот если сложилась организационная структура в любом предприятии, то ее можно внести с вот такой вот сетевой моделью деятельности. И тогда сетевая модель позволяет увидеть ошибки в построении организационно-штатной структуры предприятия. Потому что принцип такой: какой-то фрагмент сетевой модели, он может быть подотчетен только одной структуре и ее подразделениям, и ее подчиненным подразделениям в пределах вот оргштатной структуры предприятия в целом. Если получается так, что на сетевой модели какая-то веточка оказывается в ведении нескольких структур и характера их взаимодействия не определен вышестоящим, то вы будете иметь проблемы управления, связанные с тем, что вы нарушили принцип единоличной персональной ответственности. Поэтому реальность вот такова, хотя сетевого планирования в курсах обстоятельно, в общем-то, нету, но, тем не менее, в интернете надо посмотреть, что это такое, для того, чтобы хотя бы иметь общее представление об этом и подумать о том, как это можно использовать. Кроме управления проектами, это можно использовать для выявления ошибок в сложившихся организационно-штатных структурах предприятий государственного управления, а также для построения функционально дееспособных структур с нуля, когда нет прототипа, с которого вы можете переписать оргштатное расписание. И это реально в управлении очень важный момент, особенно в управлении большими проектами, когда количество подчиненных много и фрагментов проекта, более-менее обособленных друг от друга и обладающих самостоятельной значимостью, тоже. Ну, и
второй вопрос, который связан с организацией бесструктурного управления в государственном управлении, это вопрос о законодательстве и политике средств массовой информации. Потому что если говорить о средствах массовой информации, чем они занимаются? Циркулярным безадресным распространением информации обществу. То есть в режиме для каждого, кто услышал или увидел. А бесструктурное управление на чем строится? На том же самом, на циркулярном безадресном распространении информации в пределах суперсистемы. При этом предполагается, что реакция суперсистемы на прохождение информации предсказуема. Ну и к чему это ведет? Значит, в 70-е годы в Париже кто-то в знак протеста устроил акт самосожжения. Средства массовой информации раструбили, и с определенной периодичностью, то там, то тут во Франции, люди палят сами себя. В это время некая их делегация спецслужб была в Союзе. Наши им говорят: ребята, что ж вы делаете, если о каждом акте самосожжения вот так вот во всеуслышание трубить в прессе, то эта эпидемия у вас никогда не прекратится. Французы говорят: у нас там свобода слова, демократия и так далее и тому подобное. Нашего ответа: ребята, вы как хотите, но вот ситуация обстоит таким образом. Ну, в общем, французы по возвращении к себе собрали представителей прессы, объяснили им психологические закономерности, что если вы делаете то-то, то-то, то эпидемия будет продолжаться. Если после очередного акта вы ничего не сообщите, то она обречена затихнуть. Ну, один спалил себя, другой спалил себя. Средства массовой информации проигнорировали эти факты, и эпидемия самосожжений сошла на нет. Но понимаете, вот если говорить об эпидемии самосожжений, то это менее многочисленные факты, чем, допустим, эпидемия гриппа. Ну а теперь посмотрите на сетку вещания нашего радио и сколько там рекламы тех или иных медико-биологических средств, всяких приборов физиотерапии и так далее и тому подобное. А ведь некоторое количество народа, мягко говоря, так легко внушает. И если им каждый день рассказывать о дистрофии сетчатки, чего будет? Дистрофия сетчатки. Народ пойдет к окулистам, некоторые пойдут поздно, когда, в общем-то, реклама всевозможных биологически активных добавок через психосоматику инициировала дистрофию сетчатки у изрядной доли населения. То же касается рекламы глюкометров и всего прочего. Точно так же распространение информации через средства массовой информации может вызвать биржевую панику. Вспомните эпизод президентства Буша-младшего, когда он в Японии перепутал два слова и в итоге обрушил биржу. Вспомните еще более кошмарный и потенциально опасный вариант, когда Рейган, готовясь к прямому эфиру, на камеру в шутку сказал, что он подписал указ о том, что Советский Союз империя зла, и он начал против него ядерную войну. А прямой эфир был уже открыт, и это ушло в прямой эфир. В общем, только благодаря тому, что система
управление стратегическими войсками СССР многоканальное, и там были иные индикаторы начала войны, кроме официального заявления президента, этот эпизод не имел куда более тяжелых последствий. Но это вот к вопросу о том, что бесструктурное управление со стороны государственных средств массовой информации очень-очень значимый фактор. А теперь давайте посмотрим с другой стороны на законодательство. Просто как вот управленцы, какие задачи решает законодательство? Какие? Закон. Он устанавливает рамки возможной деятельности. В терминах теории управления рамки деятельности что? Это алгоритмика поведения. Ну, да. То есть, если смотреть на законодательство с позиции теории управления, то во всяком законодательстве любого общества можно выделить следующие составляющие. Первое. Алгоритмика управления в русле государственно признанной концепции организации жизни общества. Вторая компонента. Разрешение конфликтов частных управлений в пределах вот этой вот алгоритмики, доминирующей алгоритмики в русле концепции. Третья составляющая. Защита концепции, которая признана и проводится в жизнь, от осуществления в этом обществе несовместимых с ней концепций. Четвертая компонента. Ее можно назвать юридические шумы. Это законы неопределенного функционального назначения, которые существуют, а также законы неоднозначно понимаемые, которые требуют истолкования в том или ином смысле, и чем занимаются профессиональные юристы. Вот если так смотреть на роль законодательства в системе управления, то получается так, что в основу юридического образования должна ложиться теория алгоритмов и теория управления. И, соответственно, если юрист ничего не в состоянии сказать про теорию управления и организацию бесструктурного управления, и не в состоянии ничего сказать об алгоритмике и теории алгоритмов, то, в общем-то, этот юрист, как управленец несостоятельный, представляет собой, в общем-то, зомби, который делает сам не зная чего. Один из американских анекдотов. Мужик на пляже достал бутылку из моря, открывает, оттуда джин. Выполни любое твое желание. Мужик, хочу, чтобы всех юристов врыли в полосе отлива по шею. Джин, понял, слушаю, повинуюсь, исполняю. Проходит какое-то время, появляется, что делать, полоса прибоя кончилась, а юристы остались. А в Штатах ведь есть еще и психоаналитики, которые занимаются примерно тем же. Но реальность такова, что вот юридическая корпорация, она заинтересована в том, чтобы юридических шумов было как можно больше, потому что в этом случае они всегда имеют постоянный кусок дохода. И есть системы, например, во Франции, где простой гражданин не в состоянии совершить
практически ни одного действия, ну, может быть, кроме как сходить в магазин, без того, чтобы его не сопровождал профессиональный юрист. Потому что такого рода деятельность, она с их точки зрения просто незаконна. Но зато мэтры юриспруденции при этом процветают. А насколько эффективно государственное управление, это вопрос особый. По той простой причине, что все-таки, если говорить об эффективности использования трудовых ресурсов, то мер эффективности использования трудовых ресурсов, в общем-то, две. Соотношение занятых на профессиональной основе в сфере управления и во всех остальных общественно необходимых сферах. То есть, чем меньше занято в сфере управления, тем лучше при прочих равных условиях. А вторая мера эффективности качества управления – это продолжительность обязательного рабочего дня. И при том уровне развития техники, который достигнут к настоящему времени, в общем-то, можно обеспечить высокое качество жизни, то есть на уровне у каждой семьи свой коттедж на участке, в семье не по одной машине, если в этом надо, есть необходимость, развитой инфраструктуры, в том числе и общественный транспорт, при условии иного управления. Но я как-то задал в аудиторию при чтении аналогичного курса вопрос: ребята, а представьте, а что будет, если вот продолжительность обязательного рабочего дня 4 часа? Несколько человек хором ответили: сопьемся. И вот эта проблема, она действительно существует во всех обществах. В экономике, основанной на принципах буржуазного либерализма, эта проблема решается путем создания искусственной занятости. На это работает целенаправленное занижение ресурсных характеристик продукции длительного пользования, типа автомобиля, холодильники, телевизора и так далее. И институт моды, когда вещь хороша не потому, что ей сносу нет, а когда вещь хороша потому, что это последний крик моды. А предпоследний крик моды, даже если вот он эргономически оптимален, и это уже нехорошая вещь. Поэтому вопросы организации бесструктурного управления со стороны государства, они вот в нашей политической практике и в учебных курсах по специальности государственное и муниципальное управление, они проработаны довольно плохо, и поэтому в общем управление оно такое, какое и есть, и большинство населения признается неудовлетворительным. Но тем не менее мы живем в такое время, когда какое ни на есть государственное управление лучше, чем полное отсутствие государства, хаос и война всех против всех по способности. Либо управление на основе митингов. Митинг может длиться долго, вечно, и в силу этого обстоятельства по быстродействию проигрывает хунте, хотя, казалось бы, митинг он демократичен. Если посмотреть на соотношение митинговой демократии и профессионального управления, то вот в Новгороде вече было, но это не было постоянно действующим явлением. Потому что первая задача вечи – это выбрать посадника и князя, который обеспечит тут структурное управление и все остальное. Ну, а дальше получается так, что
управление требует чего? Информационного обеспечения. Информационное обеспечение откуда берется? Из науки. Поэтому на каком-то этапе общественного развития наука, как сфера профессиональной деятельности, тоже становится общественным институтом. И его функциональное назначение – это именно обеспечение государственного управления. Научно-методологическое обеспечение. Опять же, если вернуться к истории Древнего Египта, в Египте было такое заведение, оно называлось «Дом жизни». Если говорить о функциях этого дома жизни, это было что-то, что сочетало в себе нынешнюю Академию наук и нечто типа КГБ. Потому что дом жизни вел действительно научные исследования, и по первому его требованию ему обязаны были доставить все, что он пожелает из того, что в принципе возможно достать. Ну а наряду с этим, поскольку Египет управлялся весьма специфическим образом, то дом жизни изучал и состояние египетского общества, и те тенденции, какие там были. И поскольку он, в общем-то, был жреческой структурой, то он сочетал в себе некоторые функции современных спецслужб. Ну, по крайней мере, общего кураторства, хотя вряд ли доходить до следственных действий, это для него было мелочевка. Вот, общий надзор за всем этим, это тоже было его функция. Функционально, в общем, он обслуживал деятельность от высшего жречества Египта, обеспечивая научно-методологическую его составляющую. И этот подход был правильным. Но здесь всегда надо иметь в виду, что деятельность науки как общественного института, она концептуально обусловлена. И поэтому такие организации, как Академия наук, Высшая аттестационная комиссия в нашей стране, аналогичные структуры в зарубежных государствах, они заняты не поиском научной истины как таковой, то есть они заняты этим, но реально они заняты управлением по той концепции, которая доминирует в том или ином обществе. И в силу вот этого обстоятельства любые научные открытия, которые не лезут в русло доминирующей концепции, они отвергаются ими как лженаука. Ну а в тех случаях, когда лженаука позволяет проводить в жизни ту концепцию, которая доминирует, они же под видом науки культивируют лженауку. Это менее явно выражено в технических и естественных науках. И более явно выражено в науках обществоведческих. В советские времена в марксизме это называлось принципом партийности в науке. И свободолюбивая интеллигенция оспаривала этот принцип, ссылаясь на то, что дважды два – 4 и в советской науке, и в американской, и в науке фашистской Германии. Но реальность такова, что все-таки этот принцип работает. Другое дело, что если человек вот нравственно предубежден против него и убежден в объективности науки,
то он игнорирует те факты, которые не лезут в господствующие в науке концепции. Я говорил, вот, пример в естествознании, вопрос о втором начале термодинамики, о том, что это не вселенский принцип, не знающий исключений. Об этом писали еще Максвелл, 1866 год, и Циолковский дважды, последний раз в 1914 году. Тем не менее, в каждом учебнике физики, в каждом учебнике, в каждой энциклопедии формулировка второго начала термодинамики, вечный двигатель второго рода невозможен. Академия наук и патентные ведомства ни в одной стране не рассматривают технические устройства под названием вечный двигатель. Но если это все-таки не универсальный общевселенский закон, а некая частная закономерность, обусловленная какими-то внешними обстоятельствами, то вечный двигатель второго рода некоторым образом технически возможен, но это требует иной физики, иной техносферы, и эта иная физика, иная техносфера может не влезть в ту концепцию управления, которая сейчас доминирует в развитых странах и в мире в целом. Ну, в частности, если вечный двигатель второго рода технически возможен и не очень сложен, то вся нефтянка, газодобыча, изрядная доля нефтехимии и так далее и тому подобное, а на этом деле крутятся большие бабки, куда ребятам перекачивать свои капиталы и куда деть те миллионы, которые заняты. В общественных науках это еще более явно, особенно в экономике, потому что всякие разговоры на тему о том, что ставки по ипотеке высоки, потому что велика инфляция, а ипотека – это одна из разновидностей кредитования под процент. Если расписать модель денежного обращения на основе правил Киргофа и на основе балансовых методов, мы увидим, что официальная экономическая наука на протяжении десятилетий целенаправленно подменяет причины следствиями и наоборот. Поэтому на основе ее рекомендаций проблемы только создаются, а не решаются. Но при этом на фоне кризиса количество долларовых миллионеров за 2009 год в стране удвоилось. Поэтому кому кризис, а кому эпоха процветания. Дальше. Вас я задавал вопрос о царствованиях Александра II, Александра III и Николая II. Чем они различаются, понятно, а чего в них общего? И о роли личности в истории. Да, личность главы государства, политической партии значима. Но возможности личности чем ограничены? Системой образования, потому что хотим мы того или нет, система образования тоже вышла вот из домашнего образования и стала профессиональным общественным институтом. И сейчас вот обстоятельства таковы, что, допустим, вот во времена еще императора Павла вы можете в Павловском дворце зайти в библиотеку императора. Там есть несколько шкафов с книгами, которые Павел прочитал. Эти книги охватывают, в общем-то, весь спектр знаний, и они позволяли характеризовать Павла как одного из наиболее образованных людей своего времени, с очень широким кругозором и довольно глубокими знаниями по всем разделам тогдашней науки. А сейчас дело обстоит таким образом, что психика одного человека не в состоянии вместить
знания, которые относятся даже к какой-то одной отрасли науки. В общем-то, трудно найти физика, который бы знал всю физику, трудно найти математика, который знает всю математику, детально и досконально. А большинство знает какие-то направления. И знает при этом так, что все знания, которые учебные курсы предлагают в качестве достоверной, установленной научной истины, ни один человек проверить не может в темпе получения образования. Вот согласитесь, представьте, вспомните всю нашу учебу от 1 класса до настоящего времени. И проверить на истинность все, что было, особенно в естествознании, когда эксперименты требуют изрядных инвестиций. В общем, это физически невозможно, потому что реально для того, чтобы проверить, надо каждому повторить весь путь развития человечества во всем множестве свершившихся судеб. И поэтому в той или иной мере наша система образования носит зомбирующий характер. То есть есть какие-то слова, с этими словами мы соотносим жизненные обстоятельства. Образование дает нам какой-то алгоритм решения выявленных проблем, и мы в соответствии с этим алгоритмом действуем и получаем тот или иной результат. Этот результат может не соответствовать тем декларациям, которые были перед его началом. Кто-то может сказать: а ладно, это нас не касается, я выполнил все, что сказало начальство, в ведомости за зарплату расписался, все нормально, все хорошо, а это меня не касается, не интересует. Но возможен и другой вариант, что результат не соответствует обещанному прогнозу, и возникает вопрос о причинах. И, в общем-то, это встает вопрос о том, откуда этот результат взялся. Если, опять же, соотноситься с полной функцией управления, то все начинается с методологии познания и творчества, тех познавательно-творческих актов, которые породили ту теорию, на основе которой мы действовали и на основе которой получили результат. Ну и, в общем-то, социальный прогресс, он состоит в том, что кто-то вот начинает идти по всей цепочке, начиная от методологии познания до результата. Ну а если система образования вот такова, какая она есть, методология познания за скобки, достаточно общая теория управления за скобки, всем какие-то частности из кроны древа познания, то мы имеем то, что имеем. Но тем не менее, получается так, что институт образования, школа, это тоже социально значимый институт. Ну а теперь давайте смотреть. Вот у нас 4 социально значимых института. Семья, государственность, наука, школа. Экономику, в общем-то, нельзя отнести к общественным институтам по той простой причине, что один и тот же технологический организационный комплекс, он может обслуживать общество с разной социальной организацией, стремящимся к разным целям. Потому что принципы организации производства на заводах у нас, в Советском Союзе, в России, принципы организации производства в Западной Европе и в Штатах, в общем-то, одинаковые. Технологии одни и те же, структуры управленческие более-менее одни и те же. Да, есть некоторые различия в этике, есть различия в целеустремленности, но они характеризуют не технико-технологический комплекс как таковой, а взаимодействие общества с этим технико-технологическим комплексом. Поэтому технико-технологический комплекс и организация производства – это не общественный институт, а это некое дополнение, с которым общественные институты взаимодействуют.
которые так или иначе обслуживают их деятельность. Ну а теперь давайте вот просто смотреть. Здесь нету доски, поэтому я не могу вам нарисовать табличку, а просто запишем колонки этой таблички. В каждой колонке, в общем-то, по 4 пункта. Семья дает семье что? Какие мысли есть? Что дает семья семье? Какие-то Вот разные. в пределах семьи. Вот институт семьи, что дает институту семьи? Новые поколения. Защищенность малышей, детей и стариков. Так? Ну, записали. В колонке это имеется в виду столбцы, да? Ну, как вам удобно. Вы можете писать просто построчно, как оно есть, но имейте в виду, что мы сейчас описываем таблицу, в которой по строке семья, государственность, наука, образование. По столбцам семья, государственность, наука, образование. По строкам общественные институты как источники тех или иных благ. По столбцам, по столбцам они как источники благ, а по столбцам они же как получатели благ. То есть получается матрица 4×4, что кому чего дает и что чего от кого получает. Что смешного, ребята? Мы не спаем, мы по поводу входящего человека. А чего входящий человек? Я пропустил что-то важное и интересное. Алина прокомментировала, что заходил с личным человеком. Вот что дает семья семье? Значит, новые поколения и защищенность детей и стариков. Что дает семья государственности? Кадры управленческого корпуса и ресурсы человеческие для всех остальных сфер деятельности. Что дает семья науки? Тоже кадры. И некий, в общем, первичный уровень образования. Что дает семья в школе? Тоже кадры и объект образования в лице обучаемых. Ну, теперь следующий столбец. С этим справились, со столбцом семья. Государственность. Что дает государственность семье? Качество управления делами общественной в целом значимости. И, соответственно, качество жизни семьи. Вы там разговариваете, это нехорошо. Я серьезные вещи рассказываю. Семье дают качество жизни. Науке, государственность к самой себе чего дают?
структуры, качество управления делами общественной в целом значимости и, в общем, воспроизводство самой себя в преемственности поколений. Науки чего государство издает? Ставит задачи, может быть, не все задачи, которые наука решает, но некоторое количество задач ставится государственностью и обеспечивает науку ресурсами, которые необходимы для решения задач. Школе чего дает государственность? То же самое. Цели функционирования, организационную структуру, ресурсы. Ресурсное обеспечение. Причем ресурсное обеспечение вот по отношению к науке и к системе образования надо понимать, что оно проходит по двум каналам: структурного управления и бесструктурного управления. Так, а наука чего дает семье? Некий первичный уровень того всеобщей научной эрудиции, которая лежит в основе культуры общества. Государственности чего дает наука? Научно-методологическое обеспечение решения задач политики. В принципе, задача науки – обеспечить госуправление по полной функции. Но в большинстве стран мира эта задача не решается. Хотя претензии и замашки есть. В системе образования что наука дает? Кадры преподавателей, которые вышли из научной деятельности в сферу образования. Методологию научно-исследовательской и творческой деятельности, фактологию научных теорий. Система образования чего дает семье? В общем, некий образовательный минимум и профессиональные знания, на основе которых члены семьи ведут свою жизнедеятельность. Государственности система образования чего дает? Профессионально подготовленные кадры для сферы управления и других сфер деятельности. Науки чего дают? Тоже кадры. И самой себе воспроизводит саму себя, давая кадры и определенные знания. Вот общественные институты здесь упомянуты в порядке их значимости на исторически длительных интервалах времени. Потому что семья порождает государственность, потом на каком-то этапе государственность порождает науку и систему образования, конечно, при поддержке института семьи. Система образования в состоянии угробить науку, государственность, семью. Наука в состоянии угробить систему образования, государственность, семью. Государственность в состоянии угробить все, что угодно. Но если говорить о причинах
то корни все-таки будут в семье. Ну, а организационно-технологический комплекс экономики, он должен быть под всем этим и обеспечивать функционирование всех общественных институтов. Нарушение функций любого из них так или иначе сказывается на всех остальных и на организационно-технологическом комплексе. Но в силу от их взаимозависимости главным и ключевым ко всему является институт семьи. Ну, теперь семья – это мужчины и женщины, пары, прежде всего, их дети и далее по нисходящим родовым линиям потомки. Ну и в общем, если говорить о том, что функция семьи все-таки готовить ребенка к самостоятельной взрослой жизни, то это подразумевает, что в юность он должен входить уже с человечным типом строя психики, то есть должна быть воля, и эта воля должна быть доброй в русле промысла. Культура чувств и культура интеллектуальной деятельности должна позволять решать задачу производства новых знаний, навыков с нуля и быстро осваивать знания, выработанные другими. Если эта тенденция становится доминирующей, то общество имеет шансы развиваться и решить проблему унаследования от прошлого, не создавая новых проблем. Если же в семьях доминирует тенденция добиться послушания, а во взрослой жизни идет ориентация на тему о том, что надо поддерживать свой социальный статус или добиться более высокого социального статуса, а в условиях толпоэлитаризма социальный статус – это больше потреблять, меньше работать и ни за что не отвечать. В принципе, если отрясти всю словесную шелуху, то останется это. То если доминируют такие тенденции, общество обречено на деградацию и усугубление проблем. Ну а если посмотреть на то, как проблемы решаются, то функции полов в жизни общества, они различны. Потому что никто не в состоянии заменить маму как роженицу, родительницу, как воспитательницу на первых самых этапах жизни. А на самых первых этапах жизни индивида, в общем-то, закладывается фундамент его личности. И если фундамента нет, и он рыхлый, то далее будут проблемы, которые он в состоянии исправить ни семья, ни школа. И на этом фундаменте происходит дальнейшее саморазвитие личности, когда личность от этапа, когда его воспитывают и его обучают, переходит в режим самовоспитания и самообучения, и творит себя сама личность. Многие не выходят на этот этап в той культуре, в которой мы живем. И вот в силу различия функций полов получается так, что с проблематикой общества непосредственно работают мужчины в большинстве своем. Потому что так оно издревле повелось, и разделение труда в пределах семьи, за женщиной домоустройство, за мужчиной вся внешняя деятельность. За женщиной определенные
воспитательные функции, а за мужчиной уже некая доводка, когда ребенок вот подрос до определенного возраста, когда мама перестает быть самым-самым единственным близким человеком, появляется у ребенка интерес к тому, а чем занимается папа вне дома. И тогда уже папа дает другие образцы поведения. В общем, получается так, что если рассматривать жизнь общества на исторически продолжительных интервалах времени, то мужчина решает задачи оперативно-тактического характера. Причем решает их непосредственно своей деятельностью. А женщина решает задачи стратегического характера, но решает их не непосредственно, сама занимаясь какой-то проблематикой, а решает их опосредованно через своих детей и того мужчину, который находится с ней рядом по жизни, взрослый. Муж, либо та или иная совокупность сожителей. Причем те типы строя психики, которые характерны для взрослых, они определяют и характер решения и тактических задач мужчины непосредственно, и решение стратегических задач общественного развития женщины неопосредованно. И, в общем-то, в России оба пола не на высоте. Потому что среди мужиков довольно много пустобрехов, а о женщинах Ключевский в конце XIX века высказал такую характеристику. Русские женщины – хорошие дочери и жены, но плохие матери. Плохие матери в каком смысле? А в том смысле, что среди них довольно велика доля тех, апофеозом чего является кабаниха в грозе у Островского. И, в общем-то, это тупик для общества. Именно доминанта вот среди женщин более-менее ярко выраженных кабаних и просто вертихвосток. А среди мужчин, особенно в элите пустобрехов, она закономерно завершилась в 1917 году. Если посмотреть на то, что происходит сейчас, то, в общем-то, тоже оба пола не на высоте, если говорить об основной статистической массе. Но Козьма Прутков был прав. От малых причин бывают большие следствия. То есть, когда мы говорим о жизни общества, когда мы оцениваем перспективу, то нас не очень должно волновать то, что происходит под горбом функции плотности распределения. Что такое плотность распределения, знаете? Ну да, либо нет? Нет. Ну что такое статистическая диаграмма? Вы представляете? Закон нормального распределения. Так, ну это частный случай. Значит, плоскость, две оси координат. По горизонтали некий параметр, его численное значение. Ну, например, рост людей. По вертикали то количество, та доля множества, чьи
измеримые параметры меньше, чем значение на оси абсцисс, на оси x. То есть, если по оси x мы откладываем рост людей, x равен, допустим, 0,25, то по ординате у нас та доля населения, чей рост меньше этой вот самой 0,25. Чего 0,25, это вопрос другой. Но не метры, а что-то другое. И, соответственно, когда вы доходите, вы исчерпываете все множество, у вас функция достигает значения единицы, то есть 100%. Если вы ее продифференцируете, она может быть продифференцирована, то вы получите плотность распределения. Но поскольку не все функции дифференцируемы, то плотность распределения может не существовать, когда само распределение существует. Распределение случайной величины. Это надо представлять хотя бы на уровне понимания различий статистических диаграмм, чего откладывается и как их интерпретировать. Вот, в большинстве случаев 97% статистики и с одной стороны, и с другой стороны, то есть самые мелкие значения и самые большие значения можно отбросить. Это вот основная статистическая масса. В социальных процессах толпоэлитаризма вот все, что происходит вот в пределах этой основной статистической массы, оно повторяется как дважды 24. Меняются только декорации. А вот тенденции, они выражаются вот в хвостах распределения. То есть в том, что выпадает из основной статистической массы, как в сторону превосходства над нею, так и в сторону ущербности по отношению к основной статистической массе. Если говорить о России, то, в общем-то, на уровне вот этих хвостов распределения превосходства над основной статистической массой все проблемы были решены еще в XIX веке. Почему? Потому что Пушкин, в общем-то, изложил принципы функционирования жреческой власти. Волхвы не боятся могучих владык, а княжестве дара не нужен. Правдив и свободен их вещий язык, и с волей небесную дрожь. Хомяков, современник Пушкина, дал определение того, что собой представляет соборность. То есть общество людей, где нравственные этические стандарты для всех одинаковы. Как она может функционировать. То есть модель поведения его написал правильно. Он же фактически обрушил всю западную философскую традицию, дав характеристику философии Гегеля, как системные, в которой логика уровня сознания, примитивная и неадекватная во многом, подменяет собой внутреннюю диалектичность мышления, генетически запрограммированную для всякого биологически неущербного человека. Ну, еще надо упомянуть такого церковного деятеля, может быть, вы слышали, святитель Игнатий Бринчанинов, выходец из Оптиной пустыни, впоследствии епископ. В середине XIX века он написал записку о необходимости созыва церковного собора по тому состоянию церкви и, соответственно, общества в то время, которое было в те времена. Вы найдите в интернете эту записку, почитайте, посмотрите. Фактически там речь шла о том, что на соборе надо рассмотреть проблематику жизни общества, отступление практики к исторически реальной церкви от христианских заповедей по их существу
И, соответственно, в общем-то, речь шла о том, чтобы принципы соборности и полноты жреческой власти вошли в русское общество полностью. То есть на матричном уровне возможностей, рассмотрения возможностей, все проблемы были разрешены еще в середине XIX века. И вопрос только в том, когда это станет нормой жизни. Но нормой жизни это станет только тогда, когда вот люди, осмысленно понимая, как они живут и как должны жить, будут работать на то, чтобы жить практически в соответствии с их идеалом. Вот, в общем-то, и все, чего я хотел вам рассказать. Чего-то в нынешней лекции повторяло то, что было сказано ранее, но я надеюсь, что я смог донести до вас представление о том, как ранее рассмотренные частности связаны друг с другом. Если есть какие вопросы и пожелания, то, пожалуйста. Если нет никаких вопросов, то все могут радостно разбежаться. Спасибо. Ну, является как бы постоянной работой над собой. Да, это является постоянной работой над собой. То есть вот камертон Всевышний не ошибается, все, что совершается наилучшим образом, это вот осознаваемый смысл. Ему должны сопутствовать положительные эмоции. И вот это состояние, оно нормальное. И надо научиться поддерживать его во взаимодействии с потоком жизненных обстоятельств. Хоть с другими людьми, хоть с техносферой и прочими обстоятельствами. Но реальность такова, что если его поддерживать, то в ряде случаев потенциальный конфликт разряжается сам собой. На этом эмоционально-смысловом фоне адекватно происходит восприятие информации, которая приносит чувства. В общем, если вы можете его поддерживать и в состоянии бодрствования и сна, то все проблемы гарантированно уходят в течение более или менее продолжительного времени. Вопрос только в предыстории. Кто и что конкретно успел накопить.